Добрый день, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Мы в Испании. Мы по-прежнему Татьяна, Алексей. Как многие из вас, может быть, знают, в последнее время в Испании подорожала электроэнергия. И недавно были даже акции протестов в Мадриде в связи с этим, в том числе в связи с этим, которые не привели, к сожалению, ни к чему. Электроэнергия пока что у нас дорожает, но в этом ролике как раз-таки мы и хотели затронуть эту тему, как и на чем экономить в Испании. Если вам не нравится слово «экономить», то можно просто заменить его семейной экономикой. Сегодня мы поговорим о том, на чем можно немножечко сэкономить, как перераспределить средства. В общем, тема сегодняшнего нашего видео вот про это. Если вы еще не подписаны на наш канал, вы можете подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну а всем остальным добро пожаловать и приятного просмотра! Друзья, мы живем в Испании, а у нас 320 дней в году это солнце. И я сейчас расскажу некоторые способы, как это солнце переключить, забрать немножечко энергии и сделать себе более экономичную жизнь в своей семье. Сейчас уже достаточно много способов использования энергии возобновляемых источников. Источник энергии солнца очень легко использовать на благо своей семьи и своего кошелька. Это различные способы. Установка солнечных панелей, самый первый. Системы с солнечными панелями бывают абсолютно разные. Бывают гибридные, сетевые, с аккумуляторами, без аккумуляторов и так далее, так далее. Если это будет интересно, я расскажу в следующем видео. Также вы можете для нагрева воды своих бойлеров установить именно коллектора. Коллектора на крышу ставятся тоже разные. Они бывают с вакуумными трубками, бывают плоские, бывают различные другие системы, гибридные, о которых тоже могу рассказать, если будет интересно, как-нибудь в следующем видео. И помимо этого, если у вас большой дом, если вам нужно много отапливать теплых полов, у вас много площадей, которые нужно обогреть, у вас бассейн, который холодный зимой, и вы хотите зимой тоже купаться и плавать в нем, для этого устанавливается тепловой насос или аэротермика, так называемая. То есть вариантов получить энергию от нашей Земли, от нашего светила очень-очень-очень много. Я прекрасно понимаю, многие из вас сейчас скажут, что это дорого, это все очень затратно, и это вовсе не экономия, а наоборот трата денег из бюджета. Но я вам хочу привести очень маленький пример, который вы можете проделать у себя и посмотреть, сколько, зайти в свой личный кабинет своей электросбытовой компании и посмотреть, сколько энергии вы тратите в год. Я могу сказать, что большинство из нас за год тратит порядка 1000 евро только за свет здесь, находясь в Испании. Соответственно, если вы посчитаете эти 1000 евро на 10 лет или на 15 лет, вы получите тогда либо 10 тысяч, либо 15 тысяч, которые вы все равно потратите. Ну а для тех, кто еще не готов установить солнечные панели, солнечные коллектора или тепловой насос, я сейчас приведу несколько таких пунктиков, примеров, как можно сэкономить уже в вашей существующей квартире, в вашем существующем доме. Итак, поехали! Первое. Начните с того, что замените все свои лампы накаливания на светодиодные лампы. Это очень важный пункт по двум причинам. Первая причина. Обычная лампа накаливания, она потребляет порядка 80% только на нагрев нити накаливания, чтобы эта нить разогрелась, и только 20%, которые получают свет. Соответственно, когда вы перейдете на светодиодные лампы, у вас расход электроэнергии уменьшится на 80%. Помимо всего этого, выбирая светильники, я вам еще один маленький совет, подсовет дам. Когда выбираете эти лампы светодиодные, многие берут и говорят: ой, мне не нравится, очень неприятный свет, очень ярко, или наоборот, и так далее, и так далее. Значит, у каждой лампы светодиодной, помимо параметра мощности лампы, есть еще параметр тепла. Тот оттенок, который дает лампы. Оттенок может быть от 2700 Кельвина и до 6500. 2700 это желтый свет, 6500 это дневной, яркий такой синий цвет. Для комфортного, вообще для глаз и для комфортного пребывания в квартире достаточно брать 4000 или 5000 Кельвинов. Обратите внимание, когда будете выбирать лампы. Теперь про отопление. Друзья, если у вас большой дом, но вы живете в одной или там в 2-3 комнатах, сделайте так,
чтобы не отапливать ненужные помещения. То есть это также даст вам сэкономить достаточно энергии и, соответственно, ваших средств, ваших денег, по той простой причине, что эти комнаты отапливаться не будут, и, соответственно, у вас объем отопления уменьшится. Сейчас на рынке и в продаже появилось огромное количество различных термостатов, электронных контроллеров, которые можно там и через интернет управлять и так далее. Установите вот такой вот термостат, который у вас будет регулировать ваше тепло. И в самом термостате установите, запрограммируйте параметры дневного и ночного отопления. Днем рекомендуется устанавливать 20-22 градуса, а ночью рекомендуется для вашего здоровья, для повышения иммунитета устанавливать температуру 15-17 градусов. Так как все мы ежедневно принимаем душ, ванну и так далее, все прекрасно понимают, что горячая вода, она у нас каким-то образом делается горячей. Соответственно, в Испании здесь в основном стоят либо газовые котлы, либо электрические котлы, либо коллекторы солнечные, которые я сказал, которые греют воду. Но так как сейчас наступает зима и становится значительно прохладно, и солнце, солнечный день становится короче, бывают такие периоды, что воды становится маловато горячей. Вот. Но помимо всего этого, сам расход воды тоже можно уменьшить. И я хочу привести второй пункт экономии. Если вы будете принимать душ вместо ванны, вы сэкономите 80% энергии, которая шла для нагрева, допустим, той же ванны. Заметьте. Третий пункт экономии. Если вы установите на своих кранах специальное устройство, которое называется аэратор, в этом случае у вас поток струи, который идет в кране, уменьшится на 50%, потому что аэратор добавляет воздух в струю, и объем струи не уменьшается, а расход воды уменьшается на 50%. И, соответственно, так как вода греется также от электричества, вы будете экономить и электричество, и воду, которая утекает у вас в никуда. Также сейчас достаточно просто установить систему умного дома, подключить различные реле, розетки, управление различными схемами и так далее, так далее, так далее. Это все достаточно очень дешево сейчас сделать, потому что все уже доступно и осуществить очень просто. Если у вас будет стоять умный дом, вы можете включать обогреватель именно в тот момент, вернее, включать водогрей, который греет вашу воду, включать именно в тот момент, когда вы собрались пользоваться этой водой, и он у вас не будет в течение дня постоянно подогревать и держать температуру. Если вы также воспользуетесь умным домом, вы можете включать помещение или отключать отопление в различных помещениях дистанционно. По солнечным панелям, коллекторам, тепловым насосам и умному дому мы запишем отдельное видео в будущем. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их под этим видео и не забывайте подписываться. Кстати, друзья, если вы моете посуду горячей водой под краном, руками, то вы тратите на 40% больше электроэнергии и воды. Если вы будете использовать посудомоечную машину, вы будете очень много экономить. Также такое простое решение, как расстелить коврики, теплые коврики именно на полу, позволяет сэкономить электроэнергию порядка 15-30%. Поэтому многие на зиму в Испании стелят коврики на пол в квартире, а летом их убирают. Кстати, заметьте, если у вас в квартире включен телевизор и горит красный огонек, то только то, что он находится в розетке, он все равно потребляет энергию, а также потребляют энергию ваши блоки питания от телефона. Если вы это все будете выключать, когда уходите из дома или там на работу и так далее, то вы сэкономите порядка 50 евро в год. Ну и теперь перейдем к тем, кто сейчас занимается ремонтом или строительством своего дома, своего жилья именно здесь, в Испании, ну хотя, может быть, и в других регионах нашей необъятной земли. Вот. Первое. Если вы делаете ремонт такой достаточно капитальный, установите теплозащиту на все наружные стены. Если у вас есть лоджия, постарайтесь ее застеклить или сделать сплошное остекление, такое стеклянное, которое, как называют здесь, финское остекление. Помимо этого, когда вы планируете покрасить свои стены в своих
комнатах обязательно выбирайте светлые тона. Светлые тона позволяют сэкономить порядка 60% электричества, имейте в виду. Вот. Ну и самое важное, здесь в Испании очень многие устанавливают водогреи, те, которые греют горячую воду на улице или где-то там далеко, вдали. Чем ближе водогрей будет стоять от вашего крана, где вы будете использовать эту воду, тем меньше вы потратите электроэнергии, потому что та вода, которая течет, и не только электроэнергии, но и самой воды, та вода, которая течет по трубам, в холодных стенах, она, естественно, охлаждается, и когда дойдет до вашего крана, она будет просто холодной. А чем он ближе будет стоять, то, соответственно, у вас быстрее будет идти теплая водичка. Если вы воспользуетесь какими-либо из советов, которые я сейчас вам обозначил, а также начнете экономить энергоресурсы, вы по итогам года сможете сэкономить именно на оплате за потребленные энергоресурсы от 30 до 50%. И даже если вы зарабатываете прилично и очень много, вы можете эти средства перераспределить в другое русло. А это всегда приятно. Всем удачи и добра. Пользуйтесь энергосберегающими технологиями и экономьте свои счета на энергоресурсы. А я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.